Добрый день, дорогие подписчики, добрый день, зрители YouTube. Вы на канале технических решений Энергомаг. Меня зовут Александр. И сегодня мы предлагаем вам видео на тему виды лампочек освещения для дома и на что нужно обращать внимание при покупке ламп освещения. Лампа – это прибор или вещь, без которой немыслима жизнь современного человека. Поэтому я рекомендую вам досмотреть данное сегодняшнее видео до конца, для того, чтобы получить полную информацию и в итоге сделать правильный выбор при покупке ламп для вашей квартиры или для вашего дома. Еще попрошу вас сразу нажать на колокольчик внизу справа, чтобы не пропускать новые интересные видео, которые выходят на нашем канале. Итак, поехали. Современные технологии в освещении значительно расширили, но в то же время и усложнили выбор лампочек для домашнего применения. Если раньше в 90% квартир, кроме обычных лампочек накаливания от 40 до 100 Вт, мало что встречалось, то сегодня разновидностей и типов ламп освещения великое множество. Купить в магазине нужный вид лампы для светильника не такая уж и простая задача. Чего хочется от качественного освещения в первую очередь? Комфорта для глаз, экономии электроэнергии и безвредного использования. Перед покупкой лампочки в первую очередь важно определить необходимый тип цоколя. В большинстве бытовых осветительных приборов используется резьбовой цоколь двух видов. Цоколь Е14 или миньон, как на него говорят, или цоколь Е27. Отличаются они соответственно диаметром. Цифры в обозначении и указывают его размер в миллиметрах. То есть Е14 это 14 мм, а цоколь Е27 диаметр 27 мм. Есть и переходники для светильников с одних ламп на другие. Если плафоны у люстры маленькие, либо у светильника есть какая-то специфика, то используйте штырьковый цоколь. Он обозначается буквой G и цифрой, которая указывает на расстояние в миллиметрах между штырьками. Самый распространенный это G5.3, которые просто вставляются в разъем светильника. Или GU10 сначала вставляются и затем проворачиваются на четверть оборота. В прожекторах используется цоколь R7S. Он может быть как для галогенных, так и для светодиодных ламп. Мощность лампы подбирается исходя из ограничения осветительного прибора, в который она будет устанавливаться. Информация о виде цоколя и ограничении мощности применяемой лампы можно увидеть на коробке купленного светильника, на плафоне уже установленного светильника или на самой лампочке. Следующее, на что нужно обратить внимание, это форма и размер колбы. Колба с резьбовым цоколем может иметь форму груши, шарика разных диаметров, либо форму свечи для узких люстровых плафонов и бра. Грушевидные обозначаются номенклатурой А55 и А60, шариковые буквой G. Цифры соответствуют диаметру. Свечи маркируются латинской буквой C. Колба со штырьковым цоколем имеет форму маленькой капсулы или плоского рефлектора. Какие нормы освещения? Яркость освещения – индивидуальное понятие. Однако принято считать, что каждые 10 метров квадратных при высоте потолков 2,7 метров необходимо минимум освещенность в эквиваленте 100 Вт. Измеряется освещенность в люксах. Что это за единица? Простыми словами, когда 1 люмен освещает 1 метр квадратной площади помещения, это и есть 1 люкс. Для разных помещений нормы отличаются. Например, для обычного офиса норма 300 люкс, для офиса, где выполняются чертежные работы, 500 люкс, для жилой комнаты 150 люкс, для лестницы в подъезде 20 люкс. Зависит освещенность от многих параметров. От расстояния от источника света, цвета окружающих стен, отражения светового потока от посторонних предметов. Освещенность очень легко замеряется при помощи привычных смартфонов. Достаточно скачать и установить специальную программу, например, люксметр. Ссылка в описании на эту программу есть, можете перейти по ссылке. Правда, такие программы и камеры телефонов обычно врут по сравнению с профессиональными приборами люксметрами. Но для бытовых нужд этого более чем достаточно. Перейдем к выбору ламп. Лампы накаливания и галогенная лампочка. Классическим и самым недорогим по цене решением для освещения квартиры является привычная лампа накаливания, либо ее галогенный вариант.
В зависимости от вида цоколя это самая доступная покупка. Лампы накаливания и галогенные лампочки дают комфортный теплый свет, без мерцания и при этом не выделяют никаких вредных веществ. Однако галогенные лампы не рекомендуется трогать руками за колбу, поэтому они должны быть упакованы в отдельный пакетик. Когда светит галогенка, она разогревается до очень высокой температуры. И если вы будете жирными руками касаться ее колбы, то на ней образуется остаточное напряжение. В результате этого спираль в ней перегорит значительно быстрее, уменьшив тем самым срок ее службы. Кроме того, они очень чувствительны к скачкам напряжения и часто из-за этого перегорают. Поэтому их ставят вместе с устройствами плавного пуска или подключают через диммеры. Галогенные лампы в большинстве своем производятся для работы от однофазной сети с напряжением 220-230 вольт. Но существуют и низковольтные на 12 вольт, которые требуют подключения через трансформатор для соответствующего типа ламп. Галогенка светит ярче, чем обычная лампа накаливания, примерно на 30%, а мощность потребляет ту же самую. Это достигается за счет того, что внутри нее содержится смесь инертных газов. Кроме того, в процессе работы частички элементов вольфрама возвращаются обратно на нить накаливания. В обычной лампе накаливания происходит постепенное испарение с течением времени и оседание этих частиц на колбе. Лампочка тускнеет и работает вдвое меньше, чем галогенная. Достоинством обычных ламп накаливания является хороший индекс цветопередачи. Что это такое? Грубо говоря, это показатель того, сколько в рассеиваемом потоке содержится света, близкого к солнечному. Например, когда натриевые и ртутные лампы освещают ночные улицы, не совсем понятно, какого цвета машины и одежда у людей, так как у этих источников света плохой индекс цветопередачи в районе от 30 до 40%. Если брать лампу накаливания, то у нее индекс более чем 90%. Сейчас продажа и производство ламп накаливания мощностью свыше 100 Вт не разрешены в розничных магазинах. Это делается из соображений сохранности природных ресурсов и экономии электроэнергии. Некоторые люди до сих пор ошибочно выбирают лампы, ориентируясь по надписям мощности на упаковке. Запомните, эта цифра говорит не о том, как ярко лампа светит, а только о том, сколько электроэнергии потребляет из сети эта лампа. Основной показатель здесь световой поток, который измеряется в люменах. Именно на него и нужно обращать внимание при выборе лампы. Вот перед вами таблица светового потока для разных ламп. Так как многие из нас ранее ориентировались на популярные мощности от 40, 60, 100 Вт, производители для современных экономных ламп всегда на упаковке или в каталогах указывают соответствие их мощности к мощности простой лампы накаливания. Делается это исключительно для удобства вашего выбора. Хорошим уровнем экономии энергии обладают люминесцентные лампы. Внутри них находится трубка, из которой сделана колба, покрытая порошком люминофора. Этим обеспечивается свечение в 5 раз ярче, чем лампы накаливания при той же самой мощности. Люминесцентные лампы не очень экологичны из-за напыления ртути и люминофора внутри, поэтому требуют бережной утилизации через определенные организации и контейнеры приема использованных ламп и батареек. Также они подвержены эффекту мерцания. Проверить это легко. Достаточно посмотреть их свечение на дисплее через камеру смартфона. Именно из-за этой причины нежелательно размещать такие лампочки в жилых помещениях, где вы постоянно находитесь. Далее, светодиодные лампы. Светодиодные лампы и светильники разных форм и конструкций широко применяются в различных сферах жизни. Их преимущества: устойчивость к температурным перегрузкам, незначительное влияние на перепады напряжения, простота сборки и использования, высокая надежность при механических нагрузках, минимальный риск, что она разобьется при падении. Светодиодные лампы в процессе работы очень слабо нагреваются и поэтому имеют пластиковый легкий корпус. Благодаря этому они могут применяться там, где другие лампы устанавливать нельзя, например, в натяжных потолках. Экономия электроэнергии у светодиодов более значительная, чем у люминесцентных энергосберегающих ламп. Они потребляют примерно в 8-10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. Если грубо взять усредненные параметры по мощности и световому потоку, то можно получить такие данные.
Эти результаты примерные и в реалии всегда будут отличаться, так как многое напрямую зависит от уровня напряжения, марки производителя и множества других параметров. Например, в США в одной пожарной части до сих пор горит обычная лампа накаливания, которой уже больше 100 лет. Был создан даже специальный сайт, где через веб-камеру в режиме онлайн можно понаблюдать за ней. Все ждут, когда же она сгорит, чтобы зафиксировать этот исторический момент. Посмотреть на лампу вы можете по ссылке в описании к сегодняшнему данному видео и перейти на сайт лампы, которой уже более 100 лет. Светодиодные энергосберегающие лампы обладают возможностью давать разный цвет светового потока. Теплый желтый, в этом случае на ней будут указаны значения от 2700 до 3500 кельвинов. Это так называемая цветовая температура. Это свет аналогичен простым лампам накаливания. Желтый является наиболее комфортным для глаз и уютным для жизни светом. Или белый дневной. На лампе указывается от 3500 до 4500 кельвин. Такой свет хорош там, где необходима правильная цветопередача. Это где? Рабочий стол, наложение макияжа, художественные работы. И еще один цвет, это голубовато-холодный, 6400 кельвин и выше. Такой свет будет уместен в санузле, либо в подсобном помещении, чтобы не искать непонятные цифры и быстро отличить величину светового потока. Производители зачастую на упаковке наносят наглядные цветовые обозначения. Голубая рамка – холодный цвет, желтая – теплый. Далее. Филаментные лампы. В последнее время большую популярность получили филаментные лампы. Это та же самая светодиодная лампа, только выглядит она во включенном состоянии, как простая лампа накаливания. Именно это является ее особенностью и преимуществом, которое широко используется в открытых светильниках. Например, если речь идет о хрустальных люстрах, то при использовании в ней обыкновенной светодиодной лампы из-за ее матовой поверхности хрусталь играть и переливаться не будет. Он блестит и отражает свет только при направленном луче. В этом случае люстра смотрится не очень богато. Применение в них филаментных ламп в люстрах раскрывает все преимущества и всю красоту такого светильника. Это все основные виды ламп освещения, широко применяемые в квартирах и жилом фонде. Выбирайте необходимый вам вариант согласно вышеперечисленных характеристик и рекомендаций. И обустраивайте свое жилище правильно и с комфортом. Ну вот и вся, надеюсь, для вас полезная информация по теме, как выбрать правильно лампу для освещения в вашей квартире или дома и на что нужно обращать внимание при выборе. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео среди своих знакомых, друзей и в социальных сетях. Если еще не являетесь подписчиком, рекомендую вам подписаться на наш канал для того, чтобы регулярно получать новые интересные видео. Оставайтесь подписчиком нашего канала, становитесь подписчиком нашего канала. На нашем канале будет не скучно, на нашем канале будет интересно. Всего хорошего!